Как бы абсурдно это ни звучало, но кажется, с каждым обновлением eFootball Konami постепенно ломают игру. И если раньше это еще казалось глупостью, поскольку как таковых обновлений не было, то по истечению пары-тройки месяцев с момента релиза версии 1.0.0 можно сказать с уверенностью, что игра на данный момент находится на американских горках. То вроде все неплохо, то все ужасно. И недавнейшее обновление до версии 1.2.0 не стало исключением. Вязкость во время игрового процесса, плохой коннект, соединение с азиатскими игроками, и это лишь малая часть того, чем недовольны игроки на данный момент. И в рамках сегодняшнего ролика предлагаю обсудить это все поподробнее, так сказать, обсудить эту самую тенденцию, и так ли все плохо, как говорят на самом деле. Устраивайтесь поудобнее, приготовьтесь к дискуссии в комментариях, ну и не забывайте поддерживать данное видео своими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну и прожимайте колокольчик для уведомлений. Но мы начинаем. С каждым новым обновлением в eFootball геймплей претерпевает некоторые изменения. Так было и с PES, так происходит и с eFootball. С каждым новым обновлением игровой процесс меняется в той или иной мере. И учитывая, как часто выходят мини-апдейты для той же eFootball, не заметить это достаточно трудно. И когда игра обновилась в апреле, так сказать, кардинально изменив графическую составляющую, геймплейную составляющую, мы отмечали, что вроде все неплохо. И если Konami продолжит работу в этом направлении, то все может получиться. Однако, судя по всему, учитывая, что мы имеем на данный момент, они в какой-то момент свернули куда-то не туда. То есть не поймите меня неправильно, игра все еще играется, в принципе, не так, как оно было на релизе, но тем не менее большинство игроков отмечает, что во время игрового процесса это не футбол, а самое настоящее болото. Игроки буквально вязнут, отклик никакущий, да и то же самое переключение во время матча оставляет желать лучшего. Пока соперник тебя контратакует, ты не успеваешь переключиться на своих защитников, потому что переключение происходит и вправду очень долго. И последнее обновление до версии 1.2.0 стало прям-таки апогеем геймплейного недоразумения для eFootball 2022, потому что игра стала еще более вязкой, еще менее отзывчивой, ну и скажем так, все те баги, которые присутствовали, они почти никуда не исчезли. Те же самые кейкофы, которые разработчики уже обещают уже в который раз исправить, то же самое переключение игроков, скорости игроков меняются от матча к матчу, и на самом деле это непонятно, то ли с игрой какие-то проблемы, то ли это самый банальный коннект. Что же касаемо коннекта, то в день обновления наших игроков зачастую кидал каким-то азиатским игрокам, у которых были какие-то странные составы. И сам факт, что приходилось играть с азиатской частью комьюнити, ну, на самом деле, немного удивлял. Куда делась вся остальная Европа? Вопрос тот еще. Ну так и полной версии Konami не ограничились. По сообщениям многих игроков с мобильных устройств, они также подпортили баланс и на мобильной версии игры. То есть, может быть, она все еще играбельна, но тем не менее, тот же самый баланс, отзывчивость и в целом играбельность геймплея на мобильных устройствах они также изменили. И изменили не в лучшую сторону. И ко всему этому мы прибавляем всеобщее недовольство Konami по поводу режимов, по поводу ивентов, карточек и так далее, что в последнее время всплыхнуло просто с новой силой. Да, конечно, есть и хорошие новости, например, как подписание нового контракта с Интером и всякие плюшки во время этого самого контракта, но будем честны, все вот эти новости, они не перекрывают всего того, что сейчас происходит с игрой. А происходит то, что с момента апреля геймплей постепенно улучшался, и теперь опять-таки пикирует вниз. Так сказать, все те ошибки, которые были известны и которые надоедали игрокам еще тогда, они все еще присутствуют в игре, несмотря на многочисленные обновления. Хочется задать вопрос, на кой черт выпускать обновления, если самые заметные геймплейные ошибки они не исправляют. И более того, прибавляют новые. Вопрос, конечно, риторический. Игровой процесс не меняется в лучшую сторону, а наоборот приобретает все худшие и худшие черты. И опять-таки это вкупе с тем, что у нас все еще нет режимов, зато полно карточек. Полно призрачных ожиданий, и мы все еще не представляем, что ожидать от игры в следующем месяце, через 2, через 3 и так далее. Очередная конспирология от тех, кто не умеет играть в eFootball, или же все по факту? Как думаете вы? Опишите в комментариях под этим роликом. Как по-вашему изменился геймплей eFootball? Изменился он в худшую сторону, в лучшую сторону или же вообще никак не изменился? Кикоффы, отскоки, они как были, так и остаются. Все те баги, которые были, они все так же остаются. Ничего не меняется или наоборот исправляется. Отпишите в комментариях под этим видео. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку это очень важно для продвижения самого канала и ролика соответственно. Ну и если вы здесь впервые, то я бы порекомендовал вам подписаться и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики на нашем канале. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи и, что самое главное, терпения, друзья.
До скорых встреч!